Серега, Валентину скажи, пусть не тащит. Лебедка сама его сейчас спустит. Пусть не тащит, он тащит. Ну да, он сейчас на лебедке сам спустит его. Нет, нет. Пока убери. Он в натяжку его держит, поэтому ковш поднялся. Сейчас вот тут вот немного тяжело будет. Ага. Здесь ковш приопустится. А мы его грузили, этот шланг чуть-чуть открутили, цилиндр, чтобы приподнялся, и деревяшки подложили. О, всю резину сделали. Когда двигатель не заводится и грузите, лучше вообще за жопу цеплять, или он стоял неудобно. За жопу цеплять. Да, неудобно стоял. Это же зимой привез, он притык поставил второму дому, но он сам не может подъехать. Он сам вот этот эвакуатор привез по дороге, когда остался. Вон пару досточек возьми. А, вон есть у человека. Не таких, это толстоватый. Надо вон потоньше, подков закинуть. Серега, цепляй! Нет, не так. Под направляйку вот так положи, да? Вот так, ага. И с той стороны то же самое положи. Пусть, а он сейчас ее закусит и поедет на ней.
Надо цеплять. Не, он его перескочит. А, крючок. Как можно было такой нож приварить, я так и не понял. А, он двухсторонний, его давно не переворачивал. После зимних работ так и остался. Наша же комплектация такой. Да, но убитый. Стой, тормози. Hayda koyayım. Рукоятью! Рукоятью! Нормально, да? Нормально. Бывало и похуже. Бывало волочили по-страшному. Это супер выглядит.